2 ночных смены с 20:00 до 8 утра, потом 2 выходных. Оплата, конечно, не ахти, но работа спокойная. Вещи с завода уместились в одну картонную коробку. Затертая кружка, пачка синих чертежей, которые я так и не доделал. В голове стучало. 52 года. Кому я такой сдался? Сережа. И да, еще чуть не забыл. Правило. Но это между нами. Ну наконец-то там новое видео вышло, пошли смотреть. Пойдем. Кабинет начальника пахнет дорогим кофе и свежим лаком для мебели. А я от себя чувствовал дешевый перегар и запах безысходности. «Сергей Петрович, садись». Босс не смотрел на меня, рассматривая какой-то документ. Он всегда говорил «ты», а тут вдруг Сергей Петрович. Плохой знак. Вот видишь ли, ситуация... Он, наконец, поднял на меня глаза, и в них не было ни капли сожаления. Сокращение. Глобальная оптимизация. Ты в списке. Я 20 лет здесь, Иван Васильевич. Слесарь высшего разряда. Кого еще оптимизировать? Решение окончательное, Сергей. Он отодвинул ко мне конверт. Выходное пособие, все по закону. Подпиши. Я взял ручку, расписался не глядя. 20 лет жизни свелись к нескольким росчеркам на бумаге. Собери вещи, служебный пропуск сдашь на проходной. Больше он не сказал ни слова. Просто снова уткнулся в бумаге. Дверь за моей спиной закрылась с тихим щелчком, отсекая меня от прежней жизни. Вещи с завода уместились в одну картонную коробку. Затертая кружка, пачка синих чертежей, которые я так и не доделал, и потрепанная фотография бригады, где мы все еще молодые и смотрим на камеру с улыбками. Дома было тихо и пусто. Жена ушла 5 лет назад, сказав, что устала от моей серости. Дети выросли и укатили в свои жизни. В голове стучало. 52 года. Кому я такой сдался? Опыт? Опыт работы на одном заводе в наше время это не опыт, это приговор. Это клеймо неповоротливого динозавра. Несколько следующих дней провалились в серую липкую пустоту. Они были похожи друг на друга, как 2 капли грязной воды. Я просыпался поздно, долго лежал, уставившись в потолок, и не мог заставить себя встать. Казалось, мое тело налилось свинцом, а в голове вата. Я пытался активизироваться, как советуют дурацкие мотивационные ролики в интернете, и начал составлять резюме. Написал «опытный слесарь-сборщик с 20-летним стажем» и застрял на этом месте. 20 лет, один завод. Что я еще умел? Кому нужен был этот мой опыт, эти налитые свинцом руки, привыкшие к гаечным ключам и шумному цеху? Я отправил резюме в несколько мест в солидные конторы с блестящими сайтами. В ответ тишина. Однажды позвонили с номера, который определился как «Общество с ограниченной ответственностью Престиж». Женский голос, молодой и безразличный, спросил: «Вам сколько лет?» 52, ответил я, уже чувствуя подвох. В голосе послышалось разочарование. «Вы знаете, у нас тут коллектив молодой, динамичный, мы ищем перспективных сотрудников». Она вежливо положила трубку. Как-то раз, проходя мимо пивной, откуда доносился звон бокалов, рука так и тянулась к дверной ручке. Но я себя останавливал. Утопить проблему – это самое простое.
Но просыпаться от нее на следующее утро с тяжелой головой и горьким привкусом во рту было еще хуже. Дни текли, сливаясь в одно бесформенное пятно. Я переставлял вещи с места на место, перечитывал старые газеты, смотрел в окно. Завод, который 20 лет был точкой отсчета, теперь молчал для меня. Моя жизнь превратилась в сплошной выходной. И вот в один из дней, когда я уже просто смотрел в потолок, пытаясь разглядеть в трещинах хоть какой-то смысл, зазвонил телефон. Я взял трубку с ощущением, что это очередной робот предложит оформить кредит. Алло. Сергей Петрович? Женский голос, быстрый и деловой. Да, это я. Меня зовут Марина. Из ЖКХ «Уютный город». У нас есть вакансия. Сторож. На кладбище. Я сел на табуретку. Кладбище. Слово прозвучало странно спокойно, без тени драмы. График 2-2, продолжила она, не дожидаясь моего ответа. 2 ночных смены. С 20:00 до 8 утра. Потом 2 выходных. Оплата, конечно, не ахти, но работа спокойная. Никаких особых навыков не требуется. Просто присутствие и обход территории. Вас устраивает? Она говорила так, будто предлагала работу кассира в супермаркете, а не сторожа в городе мертвых. Во рту пересохло. Что я мог ответить? Что я высококвалифицированный специалист? Что мне не пристало ходить с фонариком среди могил? Горькая усмешка подкатила к горлу. Нет, мне было все равно. Абсолютно. Устраивает. Когда выходить? Завтра в 8 вечера. В течение дня зайдите в отдел кадров, оформим трудовой договор. Ключи и инструкции получите у сменщика Николая. Он вас всему научит. Она быстро продиктовала адрес и бросила трубку. Я сидел и смотрел на телефон. Так все просто. Никаких собеседований, никаких вопросов о возрасте и перспективах. Мое присутствие было кому-то нужно. Даже если эти кто-то были мертвые, мысль о кладбище больше не пугала. Она казалась логичной, завершающей точкой. Краем, за которым уже ничего нет. Или наоборот, начинается что-то новое, пусть даже страшное. Отдел кадров располагался в подвале старой конторы ЖКХ. Пахло пылью, дешевой краской. Девушка с безразличным лицом выдала мне тонкую серую книжку «Мой новый трудовой договор» и бросила в папку мое же заявление, написанное дрожащей рукой. Процесс напоминал оформление инвентаря. Вечером стоял посреди своей квартиры и собирался. Действие, привычное до автоматизма. Собраться на смену теперь ощущалось как ритуал посвящения. Я натянул самый старый и теплый свитер, потрепанную куртку. Взял термос с чаем и бутерброды. Все как всегда. Но начинка у этого всегда была теперь иной. Я вышел из дома. Воздух был холодным и колючим. Город жил своей ночной жизнью. Гул машин, огни, смех из кафе. Шел через весь этот шум как призрак, не ощущая себя его частью. Мой путь лежал в другое место, к зову тишины. Кладбище встретило меня ржавым скрипом калитки. Я стоял перед ней за 10 минут до начала смены. Высокий кирпичный забор, уходящий в темноту. Черные силуэты деревьев, будто нарисованные тушью на чуть более светлом небе. Воздух был холодным, густым и пахло мокрой землей, хвоей и чем-то еще, сладковатым и тленным. От ворот тянулась главная аллея, теряющаяся в непроглядной тьме. По бокам угадывались ряды памятников, темные угловатые тени, застывший каменный лес. Сторожка представляла собой кирпичное строение с одной тусклой лампочкой над дверью. Возле нее, прислонившись к стене, курил мужчина. Он был худой, почти как тростинка, в старом ватнике и шапке-ушанке. Когда я подошел ближе, свет лампы упал на его лицо, изрытое морщинами, с запавшими, но невероятно живыми и цепкими глазами. Он показался мне древним, как само это место. Новый? Его голос был низким, хриплым, будто простуженным гравием. «Да», — я кивнул. «Сергей, на смену к Николаю». «Я и есть Николай». Он оттолкнулся от стены и бросил окурок, раздавив его каблуком.
Ну заходи, покажу, где тут что. Сторожка казалась крошечной. Печка-буржуйка, стол, табуретка и узкая железная кровать со скомканным одеялом. На столе лежал мощный фонарь и связка ключей. Вот этот от калитки, вот этот отсюда. Николай потыкал пальцем в ключи. Печку топить умеешь? Умею. Ну и ладно. Дрова в сарайчике снаружи. Обход делать в полночь и в 3. Маршрут простой, по главной аллее до часовни и обратно. Фонарем не стесняйся, свети везде. Батареек жалеть не надо. Он посмотрел на меня своими впалыми глазами оценивающе. Работа не пыльная. Сиди, грейся, выходи по графику, и все будет спокойно. Он взял свою потрепанную сумку и двинулся к выходу, но на пороге обернулся. И да, еще чуть не забыл. Правила. Но это между нами. Их тут 3 штуки. Строго-настрого придерживайся. Первое. Если услышишь плач, особенно детский, не лезь искать, отвернись и уйди, это не твое дело. Второе. Если увидишь вдалеке между могил фигуру в белом, не смотри на нее. Сделай вид, что не заметил, и иди дальше своим путем. Третье. Если ночью кто-то окликнет тебя по имени, шепотом или просто голос в темноте, никогда, слышишь, никогда не отзывайся и не оборачивайся. Иди, как будто это не тебя, понял? Я кивнул тогда Николаю для приличия, дескать, понял, принял к сведению. А про себя подумал, ну и бред несет этот старый. Фигуры в белом, плач детей. Видимо, с кукухой у него не все в порядке. После его ухода я спокойно разместился в сторожке. Работа и правда была не пыльная. Затопил буржуйку, вскипятил чай, сидел и грелся. Тишина, конечно, давила, но я списывал это на непривычку. После грохота цеха и вечного гуда станков здешняя беззвучность была оглушительной. Ровно в полночь по инструкции я вышел на первый обход. Фонарь выхватывал из тьмы облупленные оградки, почерневшие от времени фотографии на памятниках, каменные ангелы с пустыми глазницами. Ничего особенного. И все же было какое-то странное ощущение. Не страх, нет. Скорее чувство, что ты не один. Не в смысле, что кто-то прячется за могилой. Я бы это сразу заметил. А в том, что сама эта земля, этот воздух, они как будто бы живые. И они на меня смотрят. Вся эта каменная армия мертвых замерла не в вечном сне, а в каком-то бесконечном, настороженном ожидании. Я резко тряхнул головой. Да кого слушаю? Это все нервы. От безделья блажить начал. Я дошел до старой, полуразрушенной часовни в центре кладбища, как велел маршрут, и повернул обратно. Шаг мой отдавался глухим стуком в тишине, будто кто-то второй, невидимый, шагал в унисон, но на полшага назад. Вернувшись в сторожку, я крепко запер дверь и пододвинул табуретку под ручку для верности. На всякий случай. Сел на кровать, прислонился спиной к холодной стене и прикрыл глаза. Бред. Все это суеверный бред одинокого старика. Никаких правил придерживаться не нужно. Нужно просто делать свою работу и получать за это деньги. Но почему-то 3 простых правила Николая вертелись в голове, как заевшая пластинка. Время близилось к 3 ночи. С тех пор, как я вернулся с первого обхода, прошло 2 с лишним часа. Но ощущение не покидало меня. Я сидел на кровати, уставившись в темное окно, и слушал тишину. Она была уже не пустой, а плотной, насыщенной, будто наполненной незримой жизнью. Ветер стих, и теперь только редкий скрип старого дерева нарушал безмолвие, отчего становилось еще жутче. Я пил чай, но он казался безвкусным, как будто сама атмосфера этого места высасывала из всего краски и ощущения. В голове всплывали слова Николая. «Если услышишь плач, особенно детский...» Я встряхнулся, пытаясь отогнать наваждение. Но чем ближе было к 3, тем сильнее сжимался комок в горле. Это была не паника, а какое-то животное первобытное предчувствие. Темнота за стеклом казалась уже не отсутствием света, а самостоятельной, враждебной субстанцией.
Ровно в 3 я взял фонарь. Рука была чуть влажной. Я вышел из сторожки, и холодный воздух обжег легкие. Второй обход. Я двинулся по главной аллее. Но на этот раз все чувства были натянуты до предела. Фонарь выхватывал из мрака знакомые очертания. Но теперь они казались другими. Затаившимися, притворяющимися. Я шел медленнее, чем в полночь, вслушиваясь в каждый шорох. И вот, пройдя примерно треть пути, я его услышал. Тихий, жалобный, прерывистый плач. Именно детский. Он доносился откуда-то справа, из старой заброшенной части кладбища, где памятники были покосившимися и почти скрыты зарослями. Все внутри сжалось. Инстинкт, древний и необъяснимый, заставлял меня замереть. Не думать, не анализировать, просто подчиниться. Первое. Если услышишь плач, особенно детский, не лезь искать. Отвернись и уйди. И я, не поворачивая головы в ту сторону, резко развернулся на месте и пошел обратно по аллее почти бегом, ускоряя шаг. Я не оглядывался, хотя затылок горел, и мне казалось, что сейчас чьи-то пальцы дотронутся до моего плеча. И я не думал, бред это или нет. В тот момент, в той пронизывающей тишине, разорванной жалобным плачем, это было единственно возможным действием. И тут послышался чей-то голос. Прямо за спиной, совсем близко, будто чьи-то губы почти коснулись моего уха. «Сережа!» Шепот был тихим, безвоздушным. Я замер, и волосы на затылке поднялись дыбом. Кровь застучала в висках. «Сережа!» Снова прошелестело уже с другой стороны, слева, из-за темного обелиска. Это был не ветер, не игра слуха. Меня звали по имени, по тому самому домашнему, которым меня когда-то звала мать. Правило Николая вспыхнуло в мозгу раскаленной иглой. Никогда, слышишь, никогда не отзывайся и не оборачивайся. Я, стиснув зубы, с нечеловеческим усилием воли заставил себя сделать шаг вперед. Потом второй. Я не обернулся и не откликнулся, я просто шел, глядя прямо перед собой на удаляющийся огонек сторожки, сжимая фонарь так, что пальцы онемели. «Сережа!» Я почти бежал, спотыкаясь о неровности тропинки. Каждый шаг отдавался в тишине, как выстрел. Я ждал, что вот-вот холодная рука ляжет мне на плечо и не отпустит. Но ничего не произошло. Я ворвался в сторожку, захлопнул дверь и прислонился к ней спиной, дрожа всем телом. Сердце колотилось так, что казалось, выпрыгнет у меня из груди. Снаружи было тихо, абсолютно тихо. «Бред!» — попытался я снова убедить себя, вытирая пот со лба. Галлюцинация от усталости. Или кто-то из города подшутил. Но я знал, что это не так. Знал всем своим существом. Это было нечеловеческое. И правило Николая, оно сработало, оно спасло меня. Отчего я даже знать не хотел. Сидя внутри, я пытался перевести дух. Полчаса просто сидел, уставившись в закопченную дверцу буржуйки, пытаясь переварить случившееся. Шепот все еще стоял в ушах, ледяной и безвоздушный. «Сережа!» Постепенно дрожь в руках стала утихать. Дикий стук сердца замедлился, и меня начало отпускать. Оцепенение сменилось странной вымотанной пустотой. Может, и правда показалось, но нервы там, темнота, усталость, мозг и не такое может придумать. Я поднял голову и потянулся за кружкой с остывшим чаем, машинально глянув в запыленное окно. И увидел. Она сидела между двумя старыми накренившимися могилами метрах в 15 от сторожки. Фигура в белом. Длинные бесформенные одежды сливались с землей. Поза была неестественной, слишком прямая, слишком неподвижная, как у манекена. И снова бледное пятно вместо лица, обращенное в мою сторону. Я замер, как вкопанный. Чашка выскользнула из ослабевших пальцев и с глухим стуком разбилась о пол.
Но я даже не вздрогнул. Весь мир сузился до этого окна и белой фигуры. Она не двигалась, не шевелилась. Она просто сидела и смотрела. Я чувствовал этот взгляд, тяжелый и безразличный, будто на меня уставилась сама холодная земля. Я не мог отвести взгляд, это было выше моих сил. Ужас, холодный и парализующий, сковал меня. Мы смотрели друг на друга через грязное стекло. Живой человек, и это нечто или вещь, присевшая отдохнуть среди мертвых. И тут я понял вторую часть правила. Сделай вид, что не заметил. Значит, нельзя не только подходить, но и встречаться с ней взглядом, признавать ее существование. Надо игнорировать. Все равно, что отворачиваться от опасного пса, показывая, что ты не представляешь угрозы. С невероятным усилием, будто отрывая от себя кусок плоти, я зажмурился, отвернулся от окна, упав спиной на холодную стену. Я дышал, как загнанный зверь. В груди все сжалось в тугой болезненный комок. Прошла минута. 2. Тишина в сторожке стала еще зловещая. Что она делает? Сидит, приблизилась, стоит у самого окна? И я не выдержал. Медленно, преодолевая ужас, я приоткрыл один глаз и бросил быстрый, украдкой взгляд в окно. Пространство между могилами было пусто. Ничего. Фигура исчезла. Словно ее и не было. Но я-то знал, что она была. Я больше не пытался убедить себя в обратном. Я сидел на полу, среди осколков разбитой кружки, и понимал, правила были не бредом. Они были щитом. И теперь я ждал только одного – щелчка замка в калитке и появления Николая. Мне нужно было посмотреть в глаза живому человеку, чтобы убедиться, что я еще жив сам. Я сел на кровать, облокотившись о холодную стену. Напряжение последних часов было таким чудовищным, что мозг, перегруженный страхом, начал отключаться. Веки стали свинцовыми, сознание поплыло, ненадолго, всего на несколько минут, но этого хватило. И сквозь этот тяжелый кошмарный сон я услышал стук в дверь и голос, хриплый и знакомый. «Эй, сменщик, как первая ночная? Открывай давай, иди домой, отсыпаться пора». Николай. Облегчение хлынуло на меня такой горячей волной, что на мгновение перехватило дыхание. Конец, ночь закончилась, я выжил. Я резко подскочил с кровати и почти побежал к дверям, уже протягивая руку. Рука была в сантиметре, но... Я замер. За окном было не так уж светло, не по-утреннему. Я машинально взглянул на часы. 4 часа 10 минут. Сердце замерло, а потом провалилось куда-то в бездну, оставив в груди ледяную пустоту. Николай никогда не приходит раньше. Он сам это сказал. Смена до 8, я в 8. «Ну, чё встал, как вкопанный?» Продолжал голос за дверью. «Серега!» Он звал меня по имени в 4:10 утра, когда за окном все еще была ночь. Правило, которое спасло меня от шепота среди могил, вспыхнуло в сознании с новой ослепительной и ужасающей силой. Если ночью кто-то окликнет тебя по имени, никогда не отзывайся и не оборачивайся. Это была еще ночь, и меня звали по имени. Я медленно, очень медленно отступил от двери, затаив дыхание. Ноги стали ватными. «Серег, ну ты чё там?» Голос за дверью стал настойчивее, в нем проскользнула острая, почти металлическая нотка. «Дверь заела, что ли? Открывай давай!» Он не просто звал, он требовал. Он знал, что я здесь, и он знал мое имя. Я не ответил, я не пошевелился, боясь издать любой звук. Я просто стоял и смотрел на щель под дверью. Но ничего не происходило. Только голос, который внезапно сменил гнев на притворную, леденящую душу жалость. «Ладно, ладно, парень. Видно, не судьба. Выспишься.
Если успеешь. Шаги за дверью удалились, но они звучали не так, как должны были звучать шаги живого человека. Они были какими-то скользящими, бесшумными. Я остался один в сторожке, но теперь одиночество было невыносимым, потому что я понял, ночь еще не отпустила. Она проверяла меня на прочность до самого конца, и последняя, самая коварная ловушка подстерегала меня у выхода. До утра я не сомкнул глаз. Сидел на кровати, вцепившись пальцами в край сиденья, и старался не шевелиться. Каждый скрип за окном, каждый шорох заставлял сердце бешено колотиться. Мозг, перегруженный до предела, лихорадочно рисовал картины. Когда за окном наконец посветлело по-настоящему, а стрелки на часах медленно, мучительно доползли до 8 утра, я почувствовал, как каменная глыба спадает с груди. Ночь отступала. Ровно в 8, без минуты, снаружи послышались твердые, уверенные шаги по щебню. И голос, настоящий, живой, без той жуткой поддельной нотки. «Ну что, выжил, новобранец?» Я подошел к окну и увидел Николая, настоящего. Он стоял, закуривая, и его поза, его сам вид дышали такой привычной земной нормальностью, что у меня навернулись слезы облегчения. Я отодвинул засов и открыл дверь. Утренний холодный воздух ворвался внутрь, смешавшись с запахом табака. Николай окидал меня быстрым, опытным взглядом. «Видак, ничего, целый. А я уж думал, найду тебя в слезах под кроватью». Я молча вышел из сторожки, чувствуя, как подкашиваются ноги. Глубоко вздохнул. Пахло утром влажной землей и жизнью. «Ну что? Рассказывай, снилось что, может?» «Ничего не снилось. Все наяву было». Я посмотрел ему в глаза. Правило номер 4. Я хрипло усмехнулся, и в этом звуке не было ни капли веселья. Сменщику в 4 часа утра дверь не открывать. Николай замер с папиросой на полпути ко рту. Его старые запавшие глаза сузились, изучая мое лицо. В них мелькнуло нечто. Не удивление, а скорее мрачное удовлетворение. «Значит, у тебя был ночной гость. Ну что ж, поздравляю, теперь ты свой». Он потушил окурок. «Иди домой, Серега, спи. Завтра новая смена». Я кивнул и, не оглядываясь, пошел к калитке. Солнце только поднималось над горизонтом, окрашивая могильные камни в розоватый свет. Я был измотан до предела, но внутри появилось странное новое чувство. Не покой. Нет. Но понимание. Я узнал правила этой игры. И я выжил.